Ну и снова к одной из главных тем дня. Москва выбирает президента США, а точнее город Москоу, который находится в штате Айдахо. Именно туда отправился мой коллега Денис Елоховский, чтобы выяснить, кому же отдадут голос американские москвичи – республиканцам или демократам, Дональду Трампу или Хиллари Клинтон. В городе Москоу, штат Айдахо, а местные произносят название города именно так, Москоу, и слово «Москва», как мы привыкли говорить по-русски, здесь никто не понимает, и даже удивляются, что мы так произносим. Проживает 25 тысяч человек. Мы сейчас находимся на востоке города. Это один из двух избирательных участков для выборов не только президента США, но и многих других выборов, которые объединены в один день для голосования. Второй участок на весь 25-тысячный город будет работать на территории университета Айдахо. В Москве, как я сказал, уже проживает 25 тысяч человек, из них почти треть города – это молодежь. Следует отметить, что агитационных каких-то материалов на улицах почти нет. Очень редкие дома выставляют таблички, сами хозяева этих домов выставляют таблички, кого они поддерживают. И чаще всего там нету фамилии Клинтон или фамилии Трамп, там имена людей, которые баллотируются в местные органы власти. И вот это в основном волнует и заботит политически активных москвичей. Мы поговорили с людьми, которые гуляли по главной улице Москвы, и нам сказали, какие у них политические предпочтения, за кого они будут завтра голосовать. Я не поддерживаю ни Трампа, ни Хиллари. Я не думаю, что кто-то из них хороший лидер для страны. Я буду голосовать за третью партию. Я республиканец, но я не буду голосовать ни за одного из двух главных кандидатов. Я отдам свой голос конституционной партии. Я думаю, Трамп намного лучше Хиллари. Наша семья вообще-то не голосует по религиозным убеждениям, так что мы не знаем, что ответить. Мой кандидат — это Берни Сандерс, но так как он проиграл праймерис, мы выберем Хиллари Клинтон. Сегодня мне удалось пообщаться с главой местной избирательной комиссии в полномочия каунти-клерка, то есть клерка вот этого округа. Входит еще много разных остальных задач, но в том числе вот все выборы. Это организует именно она и ее подразделение. Генриана Вестберг, так зовут эту женщину, она любезно пустила нас фактически в святая святых выборов, в комнату, где будут подсчитываться голоса. Вот здесь мы будем подсчитывать все бюллетени. Это специальный оптический сканер. Мы кладем сюда заполненные бюллетени, они проходят через сканер и попадают вот в этот лоток. А вот тут мы видим итоги подсчета. Машина остановится, если увидит бюллетень с двумя и больше отметками. Специальная комиссия будет изучать каждый спорный бюллетень. Тут же в комнате находится окружной прокурор. Он тоже выскажет свое мнение, но финальный вердикт буду выносить я. Настолько высок уровень доверия? Верно, настолько высок уровень доверия. Следует отметить, что в США очень распространено досрочное голосование. Из 25 тысяч избирателей, которые зарегистрировались на территории всего округа, уже около 5 тысяч досрочно проголосовали. В целом все выглядит как очень хорошо организованный процесс. Никакой суеты, никаких волнений. Москва обычно тяготеет к либеральному лагерю. Это не только демократическая партия, которая представляет Хиллари Клинтон. Это огромное количество других кандидатов, которые, может быть, даже больше выражают интересы молодого населения города Москоу, но при этом все фермеры, скорее всего, проголосуют за республиканцев, за Дональда Трампа. И в целом по округу возможен паритет. И возможно, что все-таки по традиции демократы наберут именно здесь, в этом округе, больше голосов, чем республиканцы. Но, скорее всего, это не изменит результаты по всему штату Айдахо. Это исторически республиканский штат. Практически никаких сомнений нет в том, что все 4 выборщика от штата Айдахо будут голосовать в итоге за Дональда Трампа. И это демократические голоса Москвы, они фактически пропадут. Но Москва поддержит свою репутацию либерально ориентированного города. Денис Елоховский, Москоу, штат Айдахо.